Начиная с французского бульвара, все уже говорит о том, что мы близко к морю. Хачапури, Беляши, Бацинда, Эклер, Газ, Вода, Кава заправился и пошел себе на пляж. Сегодня 5 июля 2026 года и всех приветствую из Одессы. Как многие уже поняли, мы с вами приехали в Отраду. Вот снова здесь прохожу, на канатной дороге никто не катается. Проезд на канатной дороге 250 гривен стоит, не знаю, то ли жалко всем 250 гривен, то ли просто страшно. Особенно учитывая сегодняшний тревожный день. Ой, и как всегда, самое сложное — это спуск к морю. Не зря здесь строили канатную дорогу, потому что вот здесь какие препятствия нужно преодолевать. Когда недавно здесь шла, вот не было покрытия асфальта, было неудобно идти, грязь, пыль, но вижу, сделали этот кусочек, покрыли асфальтом, так что теперь подходишь к набережной, и ножки у тебя чистые, а не в пыли. Всем привет из солнечной, но уже, к большому счастью, не такой жаркой Одессы. У нас наконец-то подул такой прохладный ветер, с утра вообще облачно было, но тем не менее, знаете, это никого не останавливает. На пляжах сегодня очень-очень много людей. У нас сегодня очень тревожный день, у нас с ночи бесконечно тревоги. Вот сейчас только что был отбой, поэтому я вот не успела приехать на пляж и сразу понимаю, что нужно посмотреть, где же здесь укрытие, чтобы в случае чего сразу понимал, куда прятаться. Так, встречаем сразу знак медпункт и укрытия. Здесь на Отраде укрытия есть. Сейчас я туда пойду. И не буду показывать, где находится укрытие, но покажу, как оно выглядит. Оно достаточно просторное. И поэтому спрятаться будет где. Иду, думаю, что это так вкусно пахнет шашлычком. А это ребята устроили веселый движ. Здесь играет музыка. И очень приятно видеть счастливых людей, которые действительно умеют отдыхать, отрываться и просто кайфовать от жизни. Ну и шашлычок, хочу вам сказать, выглядит действительно аппетитно. Чтобы вы понимали, не успела приехать, уже снова тревога, и ракеты летят куда-то на область. Это просто кошмар. Вон слышно, как она гудит, и люди уже начинают уходить с пляжей. Не успела показать укрытие, уже пришлось им воспользоваться. Это за сегодня с ночи, наверное, уже 9-я тревога была. Ужас, конечно. Не очень приятно. Ракеты полетели куда-то на область. Сегодня с утра и взрывы, и не взрывы, а сбивали дроны, было слышно. И дронов очень много летело все время на город. Неспокойный день. Но есть люди, которые уже вообще ничего не боятся. На пляжах людей много. Все отдыхают, знаете, пришло лето, и все не могут уже терпеть эти стрессы. Хочется максимально всем отдохнуть и забыть о том, что происходит. Смотрите, на пляже просто тысячи людей сегодня купаются многие. Потрогаем водичку с вами. А, кукурузку продают. Вода, женская. Ты не набежи, так что Смотрите, сколько людей на пляже. Сейчас потрогаем с вами водичку, потому что очень многие купаются. Покажу вам с пирса, как выглядят пляжи. У девочек, конечно же, фотосессия. Хотела сделать вам видео, пройтись от Отрады до Лонжерона по набережной. Но вот скажу вам честно, как-то неприятно мне такие прогулки делать, потому что в море, говорят, снова дроны, они далеко. Ой, ну тоже могут полететь на город. Я очень тяжело переношу эти все обстрелы, эти все шахеды. Поэтому даже не знаю, что мне делать. Я сначала не поняла, что здесь есть сити-буфет в Отраде возле пляжа. И вижу, много столиков занято. Знаете почему? Потому что здесь бюджетно можно поесть. Вижу, работает с 8 до 9. Если интересно, то так, что здесь? Борщик наш український з м'яском. 60 гривень 300 мл. Так, борщ зелений 60 гривень 300 мл. Але є суп гречаний з куркою 49 гривень. Що кебаб з курочки, одна порція 150 гривень. Спасатели на месте.
потому что сегодня уже людей на матрасе унесло, вовремя спасли. Люди у нас почему-то думают, что если они просто лягут на матрасик, то могут себе расслабиться, спать и ничего не случится. Но на самом деле нет. Наше Черное море коварное за счет течения, поэтому можно прилечь на матрасик, а потом тебя просто унесет километры от берега. О, на розовеньком пляже тоже людей много. У нас вообще, чтобы вы понимали, сегодня последний день солнечный, а дальше просто говорят, что всю неделю, каждый день будут дожди. Не знаю, правда или нет, но во всяком случае обещают нам похолодание, даже некоторые дни 23 градуса и дожди. Ой, я вижу, здесь лодочка есть. Ага, лодочка есть для спасателей. Уже облетела новость пару дней назад интернет, что в Одессе просто невозможно купаться в море, все в водорослях. Ну, что я вам хочу сказать, водоросли есть практически везде. Но плюс в том, что на некоторых пляжах их мало, вот как здесь. Они, в принципе, почти не будут ощущаться. А на других пляжах, ну, они прям очень-очень густые. Вот возле берега, водорослей здесь много. Вот я зачерпну вот так рукой, и они есть. Я их ненавижу просто. Я вообще даже в воду не захожу, если есть водоросли, потому что для меня, когда они касаются моей кожи, это просто отвратительно. Хоть вода и в водорослях, не все это любят, но кто сейчас едет в Одессу, вам повезет с тем, что она очень и очень теплая. Мне кажется, вода градусов 25 есть. Потому что я люблю теплую воду, и для меня она такая, что я могу купаться просто часами. Очень круто, водичка теплейшая. Даже не всегда в августе такая бывает. Ну, в Черном море температура воды меняться очень быстро может. Это целое явление, я не буду сейчас объяснять, это будет очень долго. Ну, завтра она уже может быть ледяной. Так что знаете, как не одно, так другое. То холодная вода, но она прозрачная, чистая. То теплая, но вас ждет вот такая вот ерунда. Ужас, смотрите. Сейчас я вам покажу, что плавает. Ой, какое же оно противное. Ой, вот такое. Выглядит, конечно, не очень. Я вам хочу сказать, немного любителей такой воды. Хоть она и теплая, но купается немного людей. А вон кукурузку покупают просто по 5 штук за раз. Прикольно. Не знаю, ну как они ездят на этом моноколесе. Ну, как-то ездят. Слушай, это ж наша камбалка, да? Все наше. А почем? Глоська. 300 гривен. 300 гривен штучка. А бычок 400 гривен, вот такая 300, сразу. 300. 3. А вот 400, это больше, да? Да, да. Вот 400. И по 300 есть. Хорошо, спасибо большое. Вот вам покажу к пиву, где это все можно купить. Прям напротив гор пляжа. Сезон отпусков. Все такие расслабленные, видят море. Бегут, все ныряют, загорают, отдыхают, выпивают и забывают о том, что война, и все равно каждому нужно быть осторожными. У нас как? У нас же запрещено купаться в море за городом из-за минной опасности, из-за обстрела, из-за дронов. Но что, у нас люди не всегда слушают то, что им говорят, и это чревато последствиями. В прошлом году на мине подрывались люди в области, в море. И вчера тоже, я не знаю, чем закончилась эта история, еще вчера недалеко от города, за городом тоже был взрыв. Вроде бы или мина взорвалась, или дрон взорвался. Были люди на пляже, это все произошло прямо во время отдыха людей. Видно было дым. Поэтому всех предупреждают быть осторожными, и мы часто забываем о том, что сейчас везде небезопасно. И даже если вы приезжаете в Одессу, прежде чем нырять и плавать, то обязательно смотрите, что в воде есть. Потому что дроны у нас с воды достают очень часто. Да, иногда просто это обломки, но иногда и целые. И просят всех, пожалуйста, не подходить к этим всем предметам. В Отраде можно купить не только пиво, хот-доги и кофе. Здесь, смотрите,
можно сразу купить себе круг, поплавать, матрасы для детей, игрушки. Вот такой детский круг 200 гривен, вижу. Вот такой побольше детский 300. Что здесь еще? Вот такой большой, кстати, это круг 650. Такой фламинго. Нету цены. Ну, тоже в пределах этих, наверное, такие детские, 550 гривен. Так что будете знать цены, если любите плавать с такими штуками. Сейчас спущусь. Это немного дальше этого места, где мы были. Хочу посмотреть на водоросли в воде здесь. Как-то на фонтане они в некоторых местах есть, в некоторых их вообще почти нету. Девочки тренды в социальные сети снимают. Ну, в принципе, та же самая история. Вот такая вода. Как бы их не совсем много, но есть. Какая красота! У нас так любят котов, что в море есть целые коттеджи для котов. Видите, вижу водичка, еда, все у них есть, только котов нету. Сейчас посмотрим, почем же мороженое на Отраде. Здесь вижу файни лёды. Здравствуйте. Можно я покажу мороженое почем? А, уже все з'їли, так? Уже все з'їли. Морози вот тут закінчуються. Завтра буде, певно, так? А скільки один шарик? 70 гривень один шарик. Вот такі от вафельні стаканчики. Дякую, гарного дня вам. Так. Сейчас я вам покажу, что делают одесситы в свободное время на трассе здоровья. Мужчины у нас красавчики. На трассе здоровья есть целая площадка с тренажерами. И посмотрите, она, кстати, прикольная, новая, современная. И можно есть где позаниматься. Вот побегали на трассе здоровья, пришли позанимались. А вот видите, это вход в Отраду другой с трассы здоровья. Мы зашли с одного входа, а здесь другой. Кстати, есть рядом и детская площадка. Вон, Бежи, Одесса. Очень прикольная эта площадка на трассе здоровья, особенно для тех, кто живет рядом. Утром проснулся, побегал по трассе здоровья или покатался на велосипеде, потом пошел, позанимался на тренажерах. И вообще красота. Кстати, в Отраде есть и общественный туалет. 20 гривен посещение стоит. Показываю, потому что считаю, что это важно. Вот коротко о людях. Вот есть мусорки. И вот есть вот какое-то такое ограждение. Типа, я не знаю, что это такое. И почему-то люди не выбрасывают мусор, а выбрасывают сюда. Я поражаюсь просто таким людям. Как вообще вот в голову приходит так делать? Кто так делает, тот свинья. Окончательно вышло солнце, и людей к вечеру все больше и больше идет. Прямо отсюда хочу передать благодарность и привет для вас, Iron. Dear Iron, thank you so much for the gift. It really made my day. You are very kind, and I appreciate it. And I wish you a good, a wonderful and amazing day. Thank you so much. В общем, я пошла. Ой, желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя и своих близьких. І, пожалуйста, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, якщо ви живете в Україні. До встречи в следующем видео из Одессы. Всем пока-пока. Ну, конечно, по поводу парковки в Отраде это тоже достаточно сложновато. Но люди умудряются парковаться. Она здесь есть, но она маленькая. И, не знаю, она вроде бы бесплатная.